В тот момент, когда страна заходит в НАТО, она автоматом становится потенциальным театром боевых действий. Все. Это не обсуждается вслух. Громогласно никто это не говорит. И никто при Балтике не говорил в 2004 году. Знаете, а теперь во всех планах Генерального штаба ваши города являются целями. И уже планируется, как с вами воевать будут в случае глобального конфликта. Что можно проговорить за полчаса в таком количестве? Никто даже свою позицию высказать не смог. Просто, передал позицию. Конечно. Трамп их просто поставил в известность. Вот да. Мы решили то-то, то-то, и не больше. Газовая инфраструктура и бомбежка – это новое, и это с дальним прицелом. Это важнее, чем все остальное. Всем привет! Вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь я, журналист Евгений Ширяев, мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Здравствуйте! Рад, что мы снова вместе. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Те, кто не успел это сделать, оставляйте свои комментарии. Ну и ставьте лайки, как положено. За минувшую неделю, согласно данным Минобороны, российские войска заняли населенные пункты Луначарская, Александроград, Панковка, Сухецкая, Колодези в ДНР. Еще два населенных пункта в Днепропетровской области – это Вороное и Новогеоргиевка. Что касается положения на фронте, то продвижение российской армии продолжается на всех, как уже много месяцев, участках фронта наиболее важных, за которым следят все, ну, за исключением Сумской области, откуда на другие участки и украинская армия, и российская армия перебросили значительное количество своих частей, и, в общем, по большому счету, там все сейчас остановилось, хотя было время, совсем недавно Сумская область была тема номер один для обсуждений. Вот. Значит, для дальнейших действий обеих сторон Сумская область, видимо, не играет особого значения. То есть, все-таки все усилия сосредотачиваются там, в тех местах, о которых потенциально может пойти разговор. Ну, я имею в виду на переговорах. Потому что мы эту тему сегодня будем обсуждать активно, активно готовиться к этому. Будут ли переговоры, мы не знаем. Но точно совершенно, что не Сумская область будет там обсуждаться, не Сумская. Вот, но летняя кампания, строго говоря, это и не кампания, потому что здесь я никогда не делю на зимние, летние, там, весенние. Все отличается только одним, что летом есть зеленый покров, который позволяет наступающей стороне приблизиться к оборонительным линиям противника, то есть в данном случае к ВСУ, более скрытно. Ну, зелень, понятно, листья. Вот. И операторы дронов действуют менее уверенно в защите, но по большому счету это и все. Вот. Все остальное будет то же самое. Сейчас будет осень. Потом будет зима, характер боевых действий не изменится, и природа, в общем, как мы понимаем, очень сильно, очень серьезно на картину не повлияет. Но вот на Украине, да, судя по комментариям многочисленным, многие ждут действительно, когда опадет листва. Чтобы можно было лучше видеть российских военнослужащих, технику и так далее. Так сказать, устанавливать то, что сейчас называют kill-зона, хотя эта концепция по-настоящему не воплощена еще в жизнь. Эта концепция предполагает создание полностью свободной от людей и техники большого такого куска территории, то, что мы сейчас называем серой зоной, до 15 километров вглубь, где нет ни одного солдата противника и ни одной единицы техники противника. Все уничтожается, как только кто-то попадает. Это можно сделать при определенных условиях, но скорее таких идеальных условиях. Абсолютно ровная линия фронта, без загибов и так далее. И постоянно хорошая погода, при которой дроны летают. Ну и много-много чего еще. На самом деле так не получается. Поэтому я и говорю, что концепция kill-zone, она пока не воплощена. Много, кстати, зависит и от опыта операторов.
Вот. Ну и события этого лета, они, конечно, уходящего лета, поставили украинскую армию в сложное положение, потому что созданы угрозы сразу на нескольких направлениях. Существует вероятность наступления в 4 городах одновременно. Все это относится к Донбассу в первую очередь. И вообще Донбасс как был, так и остается сосредоточением такого наступательного порыва российской армии и особых забот командования ВСУ. Я думаю, что сейчас тут отчетливо уже видно основные черты стратегии вооруженных сил России, которые трудно назвать стратегией с точки зрения традиционных взглядов. Вот оно. Это медленное, неуклонное, постоянное давление по всему фронту, переброска резервов, поиск слабых мест, продвижение там, где можно пройти. Это истощение боевого потенциала армии, оборонительного потенциала всей страны, медленная его деградация. Это полное отсутствие каких-нибудь направлений стратегического прорыва. Вообще никто об этом даже не говорит. И вот это и есть стратегия, самая настоящая. И то, что она действует, мы убедились, потому что продвижение есть, есть. Можно уже посчитать, и, кстати, украинцы сами считают, в том числе, высчитывать последний временной отрезок, когда российские войска вот при таких темпах выйдут, допустим, на границы административные Донецкой области. Можно посчитать. Значит, все это уже действующая стратегия. Значит, можно утверждать, что стратегический тупик, о котором полтора года назад все говорили, в том числе я говорил, он закончился. Он закончился, да. И перед нами что-то новое. Может быть, ситуация изменится, появится какая-то новая тактика, все. Но пока вот так. Пока вот так. Но положение при таком развитии событий, оно безвыходное. Дело в том, что стратегическая оборона, в которой находится украинская армия, любая оборона вообще, стратегическая в том числе, она предполагает истощение сил противника, чтобы нанести такой урон российской армии, чтобы она не могла уже дальше продвигаться, наступать, полностью закрыть этот вопрос, накопить собственные силы и перейти в наступление. Почему? Банальщина, но без этого ничего не бывает. Если ты сам не планируешь наступление, ты не планируешь победу в войне. Без наступления нет победы. Что касается конкретных событий, они все потихоньку подвигают к этому выводу. Например, в районе Константиновки 6-я дивизия сейчас вышла уже в городские кварталы. То есть сначала мы констатировали, что штурмовики российской армии зашли в Покровск. Потом мы в прошлом выпуске сказали, что они зашли в Мирноград. Сейчас мы уже получили информацию и видеоподтверждение, что да, российская армия находится на восточных, буквально краешком зацепили восточные кварталы Константиновки. Константиновка следующий этап. То есть идет также точно постепенное, неспешное сжимание кольца. Там осталось 12 километров до схлопывания этого кольца окружения, предполагаемого, которое планирует, будет ли оно, я не очень в него верю, честно скажу, потому что еще ни одного настоящего окружения не было с момента, когда российская армия сумела окружить и захватить Азов. С этого момента, весны 22 года, ни одного серьезного окружения не было. Тактические окружения и то под вопросом, можно ли их так описывать, как чистое окружение. Поэтому этот замах, такого уже серьезного оперативного плана, я имею в виду окружение одновременно Мирнограда и Покровска, сумеют ли российские войска осуществить этот план, непонятно, но как действует эта тактика когда-то в свое время, мы показывали, что чем больше изогнута линия между двумя точками,
на листе бумаги, тем она длиннее, понятно. Поэтому максимальные изгибы в линии фронта растягивают линию фронта, увеличивают ее протяженность, хотя вроде бы она на том же самом участке ответственности армии находится, или там группировки войск. В результате из-за вот этого вот ее увеличения растягивания украинской армии не хватает. Живых людей вот буквально не хватает. И образуются большие пробелы между наблюдательными пунктами, даже не ротами, а взводными узлами обороны, разнесенными на очень большие расстояния, до 3-4 километров иногда. И между ними вот проходят штурмовики российской армии. Так вот, если будет окружение армии украинской в этом котле Покровск-Мирноград, если удастся его захватить, и украинское командование проспит момент, когда надо давать команду на отход, вот тогда действительно можно предположить, что значительная часть украинской армии уберется со счетов. Ну, то есть или в плен будут взяты люди, или они там погибнут, или она рассеется, люди будут выходить там огородами. Все. Вот в этот момент, конечно, срежется линия фронта, и у российской армии тогда появится очень существенный резерв для будущего наступления. Потому что сразу вот было вот такое линия фронта, понятно, что она исчезла, и между двумя точками она замыкается по прямой. Значит, соответственно, будет большое серьезное преимущество. Это план. Осуществится ли он, мы не знаем, но все вот указывает на то, что вот именно так развиваются события. Доходит ведь до чего? Вот свидетельство человека, прямо вот непосредственно бывшего на фронте, да, вот только что, несколько дней назад буквально, описывает переход через линию укрепления украинскую. Да, штурмовик российской армии. Ну, не штурмовик, ну да, младший офицер. Вот он описывает его, что переход через линию, видны укрепления, очень хорошо сделанные, полного профиля, сверху закрытые. Потом сетка от дронов по всему периметру, то есть дроны даже пролететь не могут. Лежат боеприпасы, готовые уже к стрельбе. Сухой паёк, еда завезена уже, просто лежит еда, боеприпасы, все готово, все, людей нет. Пустая позиция, пустая. Вот это яркий образ такой. Улучшится вряд ли получится, мне кажется, улучшить положение. Пока вот так. Спустя несколько дней после прорыва на Золотой колодец в прессе стали появляться такие мнения, комментаторы стали замечать, что не особо-то заметный этот прорыв был, сущий пустяк, на самом деле, не стоит привлекать к нему такого большое внимание. Ну, да, ну не то, чтобы совсем так, но все стали говорить, это тактическая ситуация, тактическая, она, так сказать, там в глубине 10-15 километров максимум, и действительно это не оперативный успех, так сказать, вот уж больно много шума, из-за чего. Ну, я не буду обсуждать, что какие части туда перебросили украинцы, да, для того, чтобы прекратить продвижение российской армии. Это все-таки элита украинской армии была собрана. Дело не в этом. А как украинское руководство военно-политическое в Киеве оценивает это событие, надо смотреть, конечно же, не из комментариев военных обозревателей, и не а по их конкретному действию. Вот было четкое объявление. Администрация объявила, я сейчас не помню, на второй или на третий день уже, срочную эвакуацию гражданского населения из 14 населенных пунктов в районе прорыва. Если объявляют эвакуацию населения, это не шуточки. Такое не так часто бывает. Это значит, они всерьез восприняли это. Так что все, нет, прорыв не просто был, это было важнейшее событие на фронте. И адекватно Киев отреагировал на это. Поэтому все разговоры о том, что это одно из многих тактических событий, нет, не проходит это. Но есть еще один момент. Вот в последующих уже развитии событий, это же несколько дней назад все было.
Когда российская армия там вот подготовила этот прорыв, там накопились штурмовики, все описывали, как это происходит, да, и было осознанно, что это вот реальный успех, да, туда не были введены достаточные силы. То есть, конечно же, российское руководство, командование, оно немедленно подключило другие части для помощи тем, кто зашел в прорыв. Это так. Тем не менее, мощных сил, которые могли бы резко усугубить ситуацию, не было туда введено. И хотя и была прорвана тактическая зона украинской армии, можно было уже дальше идти, это не случилось. И еще не было никакой помощи с других участков фронта. Еще эти все бригады элитные, они не были подвержены. А российская армия не развила успех. Вот это прямое свидетельство того, что у российского командования были, как я уже говорил, многократно, и остаются проблемы с серьезными резервами, большими резервами. То есть, раз не ввели, раз вот при таком удобном-то случае не развили, ну, значит, не было что туда ввести. В этот прорыв. Это тоже надо учитывать. Рассчитывали, возможно, на то, что прорыв будет более успешный при тех силах, да, которые у них были. Точно совершенно. Вот точно совершенно. Думали, и так хватит. Но вовремя всполошились и общественность, и военные, и все это остановили. Опять добавляю. Прорыв купирован, но это частичный успех. Еще раз говорю, частичный успех, потому что, в принципе, все российские части стоят, ну, по крайней мере, до середины этой дистанции, ничего не изменилось, бои идут там отчаянные, все пишут просто об этом, так сказать, вот прям с фронта люди, которые что и рассказывают через закрытые чаты в мессенджерах, рассказывают, что да, никто сейчас не может сказать, чья возьмет, просто там бой настоящий идет, серьезный очень. Ну вот в том-то и дело, что мы видим, даже несмотря на всякие резкие прорывы, силы противника, они резко мобилизуются, купируют прорывы, и в итоге все возвращается примерно туда же, откуда началось. Ну, как бы вот эти вот 2 шага вперед, 1 назад, да, что-то такое. Ну, несмотря ни на что, украинская армия продолжает стратегию активной обороны, сохраняет силы для реагирования на в ограниченном количестве случаев. Она не может везде действовать, им приходится быстро-быстро маневрировать, но, тем не менее, эта сила сохраняется. Несмотря на то, что российская армия прикладывает в разы больше усилий, чем украинская армия, находящаяся в обороне, да, и в технике, и планировании, и в административных усилиях, там, сказать, которые предпринимаются, там, перестройка тактики, много чего делается. На самом деле большие события происходят внутри российской армии. Большие события. Вот. Несмотря на это не приводит к быстрым решительным успехам, быстрым результатам. Ну, можно сказать, вот для меня 3 главных пункта основных. И это совпадает вот с мнением многих людей, с которыми я разговаривал. Это в первую очередь. Не удалось разрушить систему устойчивой связи украинской армии. Она построена не украинцами, она построена натовцами, американцами в первую очередь. Чрезвычайно гибкая система, и гибель даже узла связи высокого ранга, высокого уровня ответственности, не приводит к быстрым результатам. Она переключается, ну, как вот в интернете, да, сервера меняются просто, она переключается через обходные пути на управление. И такого вот серьезного, как раньше считалось, гибель узла связи парализует действия войск на определенном участке. Это не происходит. И нарушить это вот по-настоящему серьезно нарушить работу этой системы не удалось. Ну, потом, конечно же, тот важнейший географический фактор, который действовал, он так и продолжает действовать. То есть, это изогнутая дуга, ну, я имею в виду линию фронта, да, на основных участках, где украинская армия перебрасывает части быстро по внутреннему радиусу
который гораздо короче. А российская свои войска перекидывает по внешнему радиусу гораздо более длинному. И скорость оперативного реагирования украинского командования значительно выше, чем у российского. Это вот маневр резервами, да, в первую очередь. Хотя некоторые вещи уже сейчас резервами даже не назовешь. Вот то, что сейчас произошло при прорыве на Золотой колодец, это не выдвинутый из глубины обороны части специального соединения подготовили в качестве резерва через механизм, предположим, там, вывода на ротации, вывода на пополнение. Нет, это прямо вот с боков сдернутый немедленно со своих участков фронта. Уже это тоже не резерв, по сути. Это скорая помощь, так я бы сказал это. И третья, важнейшая часть, продолжает сохраняться высокий воинский дух украинской армии. То есть, украинская армия, вооруженные силы Украины оказывают сопротивление в очень сложных, в очень тяжелых обстоятельствах. Не комплект техники, какой-то вообще фантастический, не комплект личного состава. Некоторые бригады по 50% отступали в бой личного состава. Выбыли из строя очень много офицеров. Ну, в общем, я не буду перечислять, потому что действительно очень много. Надо пальцев будет загибать. И вот в этих всех условиях многообразных они продолжают упорно оказывать сопротивление и, как мы видим, достаточно эффективно. Вполне, несмотря на то, что стратегическое наступление российской армии продолжается. Вот, украинская армия, ее военный потенциал не разрушен, он не рухнул в значительной степени за счет состояния войск на фронте. То есть боевой дух есть, который позволяет оказывать это сопротивление. Мы видим все. Видим, как комиссии территориальные отлавливают людей по всей Украине, засовывают в эти автобусы. Мы видим там статистику по дезертирству, самовольному оставлению части. Все видим. Да. И тем не менее констатируем, что да, на фронте, тем не менее, вот в этой части состояние боеспособности войск нормальные. Прошли переговоры на Аляске и переговоры с Зеленским и коалицией желающих, так называемой, в Вашингтоне. Каковы итоги? Подробностей мы, конечно, не знаем, за исключением большого количества деталей в утечках, которые публикует пресса. Не То всегда, есть мы знаем все-таки подробности. Не всегда, далеко не всегда эти подробности у меня вызывают доверие. Очень много, мне кажется, там выдуманного. Но самые-то главные вещи Трамп сам сказал, там не надо никаких утечек. Во-первых, он резко изменил свою позицию. Он стоял всегда на точке зрения Зеленского, о том и Макрона, всей Европы, о том, что нельзя ни в коем случае вести переговоры во время боевых действий. Сначала надо остановить боевые действия, вот сейчас прекратить, а потом... И тут вдруг он изменил свою позицию на 180 градусов. Это очень серьезное изменение, потому что в дальнейшем, когда Зеленский приехал со своей группой... Как он изменил позицию? Он сказал, что мы должны стремиться к окончательному мирному договору, который на длительный период остановит мир в Европе и так далее. Прекращение огня, судя по всему, невозможно достичь. Да, прекращение огня оно может быть, но оно ненадежное, кратковременное, и эти все соглашения о прекращении не постоянно нарушаются. Кстати, абсолютно прав. То есть, вот по примеру Израиля, например, там, и других регионов мира мы видим, что соглашения кратковременные такие о прекращении огня штука шаткая. Быстро нарушается. Вот. И он сказал, что да, можно вести переговоры во время боевых действий. Когда потом Зеленский в Вашингтон со своей группой поддержки приехал, что сказал Мерц и что сказал Стармер и Макрон? Все трое. Что все-таки надо бы сначала прекратить боевые действия. Они продолжают стоять на своем. Уже не так активно, потому что, конечно, против Трампа так особо никто выступать не хочет. Это первое. Но второе, это то, что Путин не согласился, а выдвинул предложение вывести добровольно, без всяких боев, войска Украины с остатков Донецкой области, которые сейчас находятся под контролем Киева, в обмен на заморозку
значит, линии фронта в Донецкой, в Запорожской, Херсонской областях. Ну и, конечно, будут переданы Украине те небольшие участки в Сумской области, относительно небольшие, в Харьковской, которые сейчас занимает российская армия. Все, но вот когда подводили какие-то предварительные итоги по Аляске журналисты, это обсуждалось вовсю. После того, как Трамп вызвал к себе Зеленского и ему объяснил, так сказать, вот то, что на словах, то, что Путин ему предложил, то, что они с Путиным, вернее, обговорили, эта тема как-то ушла, все, так сказать, я имею в виду обмен территорией. Да, но Зеленский сказал, что он будет об этом говорить с Путиным на двухсторонних переговорах, да, если они будут. Да, еще совершенно неизвестно, не гарантия, что они вообще состоятся, разговор. То есть, может быть, эти переговоры об обмене территориями вообще не состоятся в результате. Сейчас на первом месте вот вопрос гарантии Украины. И, значит, у Путина все подвисло сейчас, вроде бы как все смотрят, о чем договорится между собой Европа. Потому что на самом деле этот процесс тягомотный. Такое количество людей невозможно между собой быстро примирить, вот свести к единой позиции. Даже вот обрати внимание, они сидели вместе, сколько их там было, вот, группа поддержки, у Трампа в гостях после Зеленского. Они говорили всего полчаса, после Зеленского. По официальному отчету. Что можно проговорить за полчаса в таком количестве? Никто даже свою позицию высказать не смог. Просто, передал позицию. Конечно. Трамп их просто поставил в известность. Вот мы решили то-то, то-то, и не больше. На самом деле. Не было никаких активных переговоров. И я просто уверен в этом. Я имею в виду с лидерами. У них и позиции своей нет. Сейчас все переговоры, все разговоры, вернее, об обмене территориями, то, с чего начал Путин, как-то уже... сошли на нет. Сошли на нет, да. Основной темой для разговоров, судя по всему, является гарантия безопасности после предполагаемого мирного соглашения. Что будут делать западные страны? Будут ли они посылать своих миротворцев? 10 стран, в частности, уже говорят, что готовы отправить своих военных. Эстония, одну роту там, или один взвод они согласились. В частности, Сырский, главком ВСУ, сказал, что чего бы ни достигли сейчас, надо все равно готовиться к будущим военным действиям, которые могут разгореться вновь. Да, он абсолютно прав. Смотри, с точки зрения защиты интересов государства, когда началась специальная военная операция, в короткие сроки, обозримо короткие, в пару месяцев буквально, были заняты очень большие территории Украины. Я имею в виду российской армии, да? Потом они сократились, но поначалу вот так было. Почему? Украинская армия не была готова. На границах российские войска не встретили отмобилизованные соединения. Угу. Они находились только в процессе развертывания. То есть Украина капитально опоздала с этим процессом. Настолько, видимо, руководство в Киеве во главе с Зеленским были уверены в мощности этого ментальной защиты НАТО, то, что за нами стоит, и никто не осмелится на Украину напасть, если у нас такие защитники. Они настолько были в этом уверены, как создатели этого мессенджера Макс уверены в том, что их государство российское просто всех заставит этот Макс принять. Вот примерно так. Как раз сейчас появилась информация, что Макс заставит предустанавливать на все телефоны. Прям при приказном порядке. Примерно так же и Зеленский был уверен, что даже думать не надо о таких шагах, как мобилизация. Ошибся. И привело это к драматическим последствиям. Приблизительно об этом сказал Сырский. Что бы ни произошло, мы должны иметь возможность быстро, так сказать, развернуть свою армию мобилизованную, мощную, для того, чтобы второй раз такое не повторилось. Конечно же, в этом должны участвовать те, кто даст какие-то гарантии Украине.
Что такое гарантии сейчас вот на примере вот этом конкретном? Это помощь не просто вооруженными там техникой, оружием, боеприпасами, там, какими-то военными товарами. Нет. В первую очередь, конечно, все думают об участии вооруженных сил стран, которые заключат договор с Украиной, с Россией. То есть непосредственно ввод войск. И начало боевых действий в таком, ну, прям скажем, в сценарии Союза, военного союза. Заместитель министра обороны США говорит о том, что не будет солдат США на Украине. Мы не введем их туда. Сказать, гарантия это другое. Многие сказали, что нет, войска мы туда вводить не будем для того, чтобы воевать с русскими. А тогда что? О чем идет разговор? О том, что в течение 24 часов надо принять решение о помощи. Какой? Конечно же, и 5-я статья НАТО, знаменитая, которая обязывает при нападении на одного члена всех остальных включиться в войну, она тоже не содержит прямого указания на то, что вот сразу мы все свои войска туда направляем. Каждая страна сама решает, каким образом она помогает своему союзнику. Но, тем не менее, все понимают, что без вооруженного вмешательства это не гарантия. Это не гарантия. Но, в конце концов, Украина не имеет до сих пор никакого договора с Соединенными Штатами или там со странами НАТО, ну, с Италией имеет. Она получала постоянно огромные денежные средства, огромные поставки вооружения, там, и очень дорогие там, зенитные техники и так далее, все без всякого договора. Значит, соответственно, все это должно быть прописано, регламентировано. Я предполагаю, что такие будут еще между союзничками там, столкновения. Кто сколько денег даст, какие войска что будут делать, что это действительно по-настоящему долгий процесс. Пока они выработают вот все-таки саму формулу гарантии. Однозначно. Чем дольше будет длиться переговорный процесс, тем больше территории может занять российская армия. То есть Кремлю это выгоднее. Лавров сейчас высказал совершенно другую мысль, которую он фактически вернулся к предыдущей, которую высказывали еще в Стамбуле. Мысли о том, что должны быть некие гаранты, которые своими войсками там на территории будут выполнять роль разделения. Ну, то есть миротворцев. И туда включил весь Совет Безопасности ООН, да, постоянные члены его. То есть Китай, Франция, Англия, США. Вот эти 4 государства, ну, потому что Россия не может быть гарантом в своем собственном, так сказать, конфликте. Лавров удовлетворяет, если они свои войска туда отправят, но как? В глубину территории, откуда они должны выдвигаться на помощь украинской армии, или они должны разделять российскую армию и украинскую. Да. Вот это все впереди, это все осмысливать. Поэтому... Особенно учитывая, что Китай, как бы, он вроде как наш большой союзник. Ну уж точно не за американцев. Тогда после того, какие они ему... С какой стороны он должен быть миротворцем? После того, какие они ему влупили там эти пошлины, уж совсем, наверное, не за американцев. Но... Так или иначе, я уверен в том, что это процесс не быстрый. И поэтому непонятно, что Зеленский и Путин на встрече между собой лично подпишут, если процесс переговорный не закончился. И Зеленский говорит, давайте я с Путиным поговорю об обмене территориями. Мы договоримся по территориям. Когда ситуация станет настолько сложной, что украинское руководство поймет, что с каждой неделей оно теряет все больше, понятно. Лучше прямо сейчас подписывать, чем через 3 месяца. Да. Поэтому, в принципе, ничего невозможного нет. Но процесс, видимо, настолько длительный будет вот этих всех уговоров, что я энтузиазм Трампа понимаю, но вот оптимизма я его не разделяю. Так же точно я не понимаю, как может Зеленский сейчас договариваться об обмене территориями, если никто не знает, какие гарантии ему дадут. Еще одна новость касательно НАТО, касательно Европы, России.
В официальном журнале МИД России была опубликована статья, в которой Прибалтику назвали потенциальным театром военных действий. И это такой первый раз, когда это официально называют. Ажиотаж, кстати, обрати внимание, такого на Западе это не вызвало. Это скорее вот... в Прибалтике, в первую очередь, в Прибалтике, конечно. да, и в Благосфере. А так, в общем, по большому счету, нет. Есть простейшие вещи. В тот момент, когда страна заходит в НАТО, она автоматом становится потенциальным театром боевых действий. Все. Это не обсуждается вслух. Громогласно никто это не говорит. И никто в Прибалтике не говорил в 2004 году. Знаете, а теперь во всех планах Генерального штаба ваши города являются целями. И уже планируется, как с вами воевать будут в случае глобального конфликта. Понятно, что это не будет война с странами Прибалтики. Понятно, что это будет война со всем НАТО. Но как часть НАТО вы сразу туда попали. То же самое касается Финляндии, например. Да? Мы об этом говорили. И, кстати, это касается ровно всего. Также точно и американские генералы планируют. У них потенциальный театр военных действий. Прости господи, весь земной шар. То они воюют на Ближнем Востоке, то... Да нет. Да. Что обсуждать-то? Это все нормально. По границам, где возможен потенциальный военный конфликт, все страны, которые примыкают к тому или иному государству, являются для Генерального штаба театром военных действий. И он изучает их демографию, мобилизационные возможности, экономику, сколько они смогут техники производить для каждого государства отдельно считаю. Все. Здесь члены НАТО. Чего они ждали-то? Что? Впервые... Это просто в печатном органе Министерства иностранных дел заявлено на таком уровне, что вот, мол, но назвали вслух то, что и так все знали. Хорошо. Немного военных новостей из другого региона. Израиль начал наступление на Газу. Израиль продолжает, его военные, они находятся в той же самой ловушке, в которую их поймали террористы. То есть они вынуждены в гигантской населенной площади, я даже это городом назвать не могу, это некий анклав, просто заселенный плотно домами заставленные, Газа я имею в виду. Вот на этой площади, где невероятное количество мирного населения, они должны каким-то образом найти там в этих туннелях заложников, спасти их, и уже понятно, что не получится для меня лично. Не получится. То есть их можно выторговать там, на какие-то условия, то есть обменять. Но если во время штурма их убьют. Военной силой вообще не верю в такие вещи. И заложников становится все меньше и меньше. Человек, его способность к сопротивлению организма все-таки ограниченная. Если в таких диких условиях содержаться там месяц-два, еще там продержишься, а люди, может быть, пожилые, больные и так далее. Есть женщины, дети. Среди них все больше и больше ослабленных организмов. И чем дальше, тем больше людей будет умирать просто от таких условий содержания. Месяцами же все это длится уже. Долгими-долгими месяцами. Поэтому судьба заложников, она просто трагическая. Чем меньше остается возможностей их достать, тем более решительно начинает действовать Цахал. Ну, вот вопрос, да, почему сейчас что изменилось? Ну, потому что уже все кончилось. Раньше мы были осторожные, раньше мы боялись навредить нашим заложникам, теперь уже понимаем, что ничего не выходит. Так получите же свое. Так это называется. В конце концов, заканчивается все тем, что сейчас они объявили план в южные районы этого сектора Газа согнать все население. Какая там будет плотность, я себе представить не могу. В общем, по большому счету, все, что сейчас производит Израиль с мирным населением в Газе, в попытке своей решить эту проблему, подпадает вполне под понятие геноцида. Здесь вполне, потому что есть отдельный народ, палестинцы, и вот как с ним обращаются, как они... Вообще, по большому счету, для меня проблема вообще не имеет решения, если сектор Газа не будет каким-то образом разрежен, вот эта плотность населения. Я читал, что идут переговоры. С 10 странами. Да.
Среди 10 стран хотят свои войска на Украину в качестве миротворцев, 10 стран хотят помочь. Не хотят, Израиль хочет в 10 стран отправить жителей. Да, там среди них есть даже христианская страна Эфиопия. Вот. Но она, правда, согласилась на какой-то короткий период, там сколько-то принять, не больше. Там же как раз евреи живут. Да, там иудеев своих, да, ну, в смысле, правоверных, достаточное количество, все правильно. Вот, будут конфликты. Ну, в основном, конечно, из мусульманских стран. Там Индонезия, Ливия, там много с кем разговаривают. Смогут ли они уговорить? Да потом же надо еще население это как-то уговорить, объяснить, что ему будет лучше. Ну да, это вообще... Проблема, в общем, но если они, как Сталин в свое время евреев взял и, так сказать, партийным решением, непреклонным под угрозой вообще репрессий, организовал им счастливое место Биробиджан и отправил всех по железной дороге через тайгу. Ну, если таким способом, потому что по-другому, как с палестинцами, решить я не вижу. Поэтому ловушка была стратегическая, ловушка остается. Не верю абсолютно в исход вот этой операции «Сахал». Ты имеешь в виду, не веришь в спасение заложников? Не верю в спасение заложников и улучшение ситуации. Они ничего не добьются, если всех сгонят в одно место. Там, все равно с ними надо будет потом что-то делать. Ну, да. В ночь на четверг Россия нанесла удары по украинской газовой инфраструктуре. Как сейчас вообще обстоят дела касательно обмена ударами между Россией и Украиной? Ну, во-первых, удары интенсифицировались вглубь России, украинские, в июле месяце. На момент, когда шли вот эти интенсивные подготовки к переговорам на Аляске, и после Аляски, и во время самих переговоров, российская армия очень резко сократила количество, единиц вот этих Гераний-2 в налетах. Налеты продолжались, но очень в ограниченном количестве. И началось накопление на складах и в частях этих беспилотников. Это основного средства дальнего огневого поражения российской армии. Украина на это взаимной сдержанностью не ответила. Она, наоборот, интенсифицировала эти удары и регулярно начали бомбить нефтеперегонные заводы, хранилища нефтяные и так далее по всей линии, куда украинские дроны дотягиваются в первую очередь. Конечно, это регион, который примыкает к Украине. В первую очередь, но не только, и там на Волге и так далее. В принципе, это посчитать могут ущерб только экономисты, которые обладают знаниями, когда эти производства останавливаются в результате ударов, и когда после ремонта они запускаются. Потому что, конечно, это не удары, которые выводят завод навсегда целиком из строя, они всегда опять запускаются. То есть, вот этот вот промежуток на ремонт, это и есть ущерб. Когда Путин встречался недавно с Токаевым, лидером Казахстана, он ему выразил признательность за сотрудничество в энергетической области. И тут надо сказать, что резервные мощности-то на самом деле стоят в Белоруссии и в Казахстане. Я имею в виду заводы, которые могут перерабатывать нефть. Это советская схема, которая дожила до наших дней, до взаимного такого, как лучше сказать, взаимной компенсации ущерба. И если уж совсем там беда будет какая-то, можно всегда опереться на мощности Лукашенко и Токаева, я имею в виду производителей. Это работает. Украина нанесла очень интересный удар по перекачивающей станции. Есть нефтепровод «Дружба», советский, который идет там из глубины территории, очень длинный, через Россию в Белоруссию, и потом на том конце принимают нефтепродукты Словакия, лидер ее Фица, и Венгрия, лидер ее знаменитый Орбан. И, конечно, своей долгосрочной политикой по отношению к ЕС, к НАТО и к Украине ни Фица, ни Орбан, конечно, Киев не радуют. У них
позиции, они постоянно высказываются, что не допустят вступления Украины там, в ЕС. В общем, много чего они говорят фактически против Украины. И Украина нанесла удар. Зеленский, я думаю, лично принимал решение, такое мое мнение, нанесла удар по перекачивающей станции, которая вот эту нефть гонит в Венгрию и Словакию, и остановила. Немедленно Фице выступил и сказал, что вот Словакия, у нас здесь стоит перемычка, провода, по которым электроэнергия с Запада течет в Украину. Вы что хотите, чтобы мы вам в ответ электричество, что ли, отключили? Пустые угрозы. Зеленский человек решительный. Он отомстил своим врагам. Он их наказал. Самым натуральным образом перекрыл им нефтепровод. Хватит ли силы воли у Фица, чтобы отключить выключатель, повернуть, отключить электроэнергию на Украину? Я думаю, нет. Такого не будет. Он пустые угрозы все эти словесные. Что сделал Путин? Что сделал Кремль? После того, как поссорились с Алиевым, и все больше и больше Алиев увязал вот в этой антироссийской риторике, в своих действиях, поступках, переговорах с антироссийским таким да, подтекстом, был нанесен вдруг удар в районе Одессы на имущество и нефтяной комплекс азербайджанской компании «Сакар». Вот там, под Одессой, есть конечная точка, откуда на Украину и в Европу поступает нефть из Азербайджана. И прямо в это место ударили. Разнесли все в пух и прах. Вот по-настоящему. Удар был очень мощный. Там много-много, до 30 взрывов насчитали. Прям сразу 1,5 часа бомбили беспрерывно. И, судя по всему, на очень долгий период вся нефть из Азербайджана вот на этой границе остановилась. Чисто политическое действие. Там, где-то в Баку, Алиев начал ругать Россию, Путина. Все. Вот, пожалуйста, ровно так же, как Зеленский поступил с Словакией и с Венгрией. Вот прямо один в один. Два таких вот два военных действия, которые имеют сиюминутную политическую такую причину. Но все-таки важнее другое. За эти дни последние, может быть, недели, российская армия начала делать то, чего она 3 года не делала. Они начали бомбить газовую инфраструктуру Украины. Украина всегда, с советских времен так задумано было, была первый полностью почти газифицированный крупный регион Советского Союза. Газ там прям куда угодно прям почти доходит. Угу. Она получала газ в значительной степени, половина, по крайней мере, может быть, не половину, но очень значительную часть своей добычи на месте, то есть из месторождений на территории Украины, это Полтавская и Харьковская область. А остальную часть она забирала из труб, которые гнали газ на запад в страны Варшавского договора. И, в общем, по большому счету, так вот все и работало и дальше. То есть, только это стали экспортные трубы России, из которых Украина забирала свою часть газа, по договорам действующим. И вот теперь нанесены удары за вчерашнюю ночь по месторождениям газа в Харьковской области. А это конец лета. Впереди осень. А дальше зима. Глазом не успеем моргнуть, как настанут морозы. Все будет зависеть от того, насколько холодная будет зима. Я это трактую так для себя. Если Зеленскому все-таки придется проводить референдум, согласны ли граждане Украины отдать эту Донецкую область или не согласны? В условиях холодной зимы и отсутствия отопления количество людей, которые плюнут на все и скажут «отдавайте», возрастет. И Зеленскому будет легче с этим справиться на референдуме. Это точно. То есть, это я рассматриваю как долгосрочную политику военную, да, отраженную в деятельности Генерального штаба по подготовке будущего соглашения. То есть, это на самом деле. Вот и когда отключали всю электроэнергию на Украине, там в очень значительной степени
соображения такие превалировали, как обесточить заводы, обесточить военно-промышленный комплекс. А здесь главные потери понесут население. Отопление. Не военный комплекс, не заводы, а прямо вот мирное население. Именно на него будет оказываться давление. И этого себе не позволяли 3 года. Впервые крупная часть инфраструктуры подверглась таким мощным целенаправленным ударам в рамках прям кампании подготовленной. Чем вот конкретно эти удары по газовой инфраструктуре отличаются от всех остальных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые Россия наносила там, в прошлом году, позапрошлом? Да практически не наносили, а настоящие бомбардировки, вот такие вот с конечным результатом, мощным по энергетике Украины, по электрическому хозяйству, да, по передающим линиям там. Это все история уже забытая. Ну как? В прошлом году... Нет, наносились такие удары, но очень ограниченно, и все это было в рамках компанейщины. То есть, не было целенаправленного решения. Ну, вот если настолько сильные удары были, что даже пришлось это обсуждать как отдельный пункт вот, временного перемирия. Отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Да, но значит, для России это энергетическая инфраструктура. Это что? Это и для Украины тоже. Это газ, это нефть, это сам не только электроэнергия. Вот в чем дело. А вот чисто электроэнергию отключали. Когда ударами? Это было очень давно. Ну, политическое решение, да. Значит, давление на население с тем, чтобы значительную часть его склонить к тому, чтобы пора все заканчивать, пора отдать те территории, которые вот Путин потребовал, 4 этих региона и так далее. Я думаю, вот для этого все это делается. Я всегда говорил, что оба противника живут в стеклянных домах. То есть, ты бросаешь в противника кирпич, в ответ тебе летит точно такой же кирпич. Но разница существенная. Украина простреливается вся насквозь, снизу доверху, слева направо, а Россия нет. И возможности для нанесения таких ударов такой мощности, которые сейчас продемонстрировала Россия, у Украины тоже нет. Тем более в условиях, когда им резко ограничили поставку средств дальнего огневого поражения союзники натовские. Да? То есть, вот эти все ракеты, о которых мы говорили, они как бы... Все, их почти нет. Они, конечно, есть, да, несомненно, но их хранят на крайний случай, стараются беречь. Вот, в основном пытаются выйти из положения этими дальними дронами, которые, в общем, несут маломощную боеголовку, не обладают необходимой точностью, зачастую попадают в завод крупный, но куда там они попадают, так сказать, не наносят того ущерба, который вот настоящая военная ракета, типа крылатой, полтонны взрывчатки, может нанести. Вот я думаю так, вот газовая инфраструктура и бомбежка – это новое, и это с дальним прицелом. Это важнее, чем все остальное для нас. Бомбежки по энергетической инфраструктуре, которые проводятся обеими сторонами, они проводятся и дронами, да, ударными, и крылатыми ракетами, и баллистическими ракетами. И для этого всего все-таки должна быть в первую очередь дронами. Но в первую очередь дронами. ПВО, имею в виду ПВО, должен бороться с таким, потому что, вот ты говоришь, атака по газовой инфраструктуре, а почему с этим никак не борется? С баллистическими ракетами там борются, конечно, уже сложные устройства, типа вот Патриот, там САМ-Т. А вот с дронами, да, сейчас вот противодействие беспилотникам на фронте, оно потихоньку нащупывает стороны, какие-то возможности. Ведь самая главная напасть – это не удары там, в глубине территории, а именно на линии фронта вот, войска больше всего страдают. А дронов, и все друг друга спрашивают, что делать. Постоянные предложения, постоянно ездят какие-то представители от производств, от научных коллективов, привозят свои наработки, их пытаются тестировать там. А американцы вообще сказали, что пока на Украине не протестируете свое оружие, даже рассматривать не будем их финансирование. Вот интересный, например, случай произошел сейчас. Стало понятно из, кстати, высказываний украинских источников о том, что их знаменитый беспилотник «Баба-Яга»,
у него резко сократилось количество вылетов. Баба-Яга – это знаменитый, вошедший, так сказать, в фольклор уже, украинский дрон, беспилотник, который фактически представляет из себя сельскохозяйственный дрон. У него, он очень большой, там прям в рост человека, у него 6 винтов, иногда 8 винтов, он большой вес поднимает. Соответственно, и батареи может больше поднимать, больше висеть в воздухе. Но ему не нужна большая скорость. В отличие от FPV-дронов, которые очень высокую скорость развивают. Этот вот движется там 80 км в час при маневрировании 40 км в час. Ну, понятно, что сельскохозяйственный дрон, он опыляет ядохимикатами какие-то участки. Ему скорость-то не нужна. Вот в этом и зашиты его и преимущества, и его недостатки сразу. А какие преимущества-то? Много поднимает, вес большой. Понял. Он используется как ретранслятор, он на себя оборудование тащит, это все электронное и так далее. Ну и, конечно, он минирует местность. И он, как всегда, действовал. Это не одноразовый дрон, не камикадзе. Он отбомбился или там задачу какую-то свою выполнил, вернулся назад, его подзарядили, опять вылетает, подзарядили. И среднее количество вылетов было 100-120 вылетов. То есть, пока его не собьют. Много его постоянно используют, многократного использования. И тут вдруг из украинских же источников, кстати, вот выясняется, что у них на острых направлениях, типа Покровского, если 10-15 раз слетала Баба-Яга, уже хорошо. Сбивают сразу. Всегда было известно, что незаметно для противника самолеты стартовать не могут. То есть, подготовка к вылету и сам вылет, старт сопровождается определенными действиями в эфире. И существуют специальные подразделения радиотехнической разведки, которые слушают эфир и постоянно и знают, когда самолеты взлетают. Поэтому существовали всегда, допустим, в Советском Союзе, в Крыму, допустим, там подразделения, которые не контролировали, а засекали взлет, важные взлеты самолетов на авиационной базе Инжерлик в Турции, где размещено американское ядерное оружие. Вот. На таких дистанциях. И вполне можно знать, где, на каком аэродроме кто взлетел за сотни километров от этого аэродрома. Ну, соответственно, и можно и меры противодействия предпринимать. Поднять самолеты им навстречу, там, оповестить зенитные комплексы, которые должны их сбивать и так далее. Кстати говоря, вот это первое свидетельство о том, насколько была организована или, наоборот, не готова к вооруженному конфликту иранская армия. Потому что, когда 220 самолетов Израиля взлетели, они должны были немедленно сообщить: ребята, нас летят бомбить, надо что-то делать. Быстро. Бежать, прятаться там или что еще. Ну, за такое время, пока самолеты долетают до Ирана, 1500 километров, много, очень много можно сделать. Они проспали абсолютно. Значит, у них и вообще не было таких подразделений радиотехнической разведки. Или они не умели работать. И тут вдруг выясняется, что российские подразделения, радиотехнической разведки, которые входят прямо вот в этот большой конгломерат под названием «Рубикон», научились, ну, может быть, всегда умели, по крайней мере, организовали фиксацию старта Бабы-Яги. И они уже знают, когда она взлетает. И ее встречают уже... понятно. Мужики, возможно, криминал по коням. Да, да, совершенно точно. Вот идеально. И прям и некоторые старты прям взбивают тут же над местом старта. В результате раньше этой Бабы-Яги хватало на 100 вылетов туда-сюда, пока сейчас на 10. Угу. Какая интересная происходит эволюция средств. Никто в голову не мог взять, что будут засекать старты каких-то несчастных агропромышленных дронов. Понимаешь? Ну, вот факт. И самое главное, там связать это все вместе. То есть, радиотехническая разведка должна не куда-то наверх сообщать, а прямо немедленно оператору дрона, который должен лететь и перехватывать. Взаимодействие очень плотное, мгновенно. Ни в коем случае не отвлекаться на прохождение сигнала по каким-то бюрократическим структурам. Прям сразу. Я тебе звоню, все, быстро. Для этого Рубикон организовал подразделение радиотехнической разведки у себя внутри.
Он не опирается на помощь там со стороны чужих. Вот интересная ситуация, как это все организовано, ну, с точки зрения вот, взаимодействия различных родов войск, различных устройств даже, я бы сказал. Вот. Я думаю, что мы еще в ближайшее время много очень увидим, как это все меняется. Вот совсем недавно мы говорили про винтовую авиацию, которая могла бы, по идее, кстати, выяснил, армия Нигерии вооружена самолетами Embraer Super Tucano винтовыми, которые им передал кто? Пентагон. То есть Америка снабдила армию Нигерии винтовыми самыми дешевыми, которые но не жалко. Они эффективны, их не то, что не жалко. В том театре боевых действий. Да, там нет противников, которые могут, так сказать, тебе противостоять. Все, вот, пожалуйста. Зачем тебе реактивные самолеты сложные, с которыми ты сам не разберешься, еще летчиков будешь 10 лет учить. Вот тебе, пожалуйста. Это к прошлому разговору. И вот сейчас вот такие новости с фронта поступают. Я думаю, что это все приведет в ближайшее время к тому, что все-таки изменятся взгляды украинского командования на вот эту знаменитую теорию линии дронов. И если у тебя дроны забивают в момент старта, то какая линия дронов? Значит, соответственно, Россия чем ответила-то на это? Она вынесла вперед свои экипажи, как их называют, ну, операторов дронов, и сама начала устанавливать киллзон там у них на территории Украины. Вот. Ну, вот на этом у нас все. Спасибо большое, что посмотрели. Поставьте лайк этому видео, если еще не поставили. Подпишитесь на этот канал, если не подписались. Ну, я благодарю всех, кто нас сегодня смотрел. И традиционно призываю за оперативными комментариями к нам в телеграм-канал, где все-таки мы почаще выступаем. И всем, кто считает это возможным, поддержать нас, милости просим на Бусти, наш аккаунт, где мы для вас, конечно же, постараемся делать новые записи ответов на вопросы. Ну и иногда эксклюзивные видосы и не вышедшие в эфир фрагменты. Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего. До свидания.